Теперь состав проектной документации. Хотим обратить ваше внимание, что состав проектной документации очень важен. Важен, потому что когда вы выполняете и строите проект, от этого зависит первое – качество строения, второе – нормы расходов и использования строительных материалов, третье – контроль за выполнением строительных работ подрядчиков-строителей. И очень важный этап, четвертый – это то, что вы все-таки можете планировать бюджет. Хорошая разработанная проектная документация позволит вам планировать бюджет и построить дом в определенные деньги, а не заниматься строительством постоянно и не знать, сколько же все-таки будет стоить дом. Вот. Хороший проект помогает избежать того, что строители вам скажут и будут заказывать непонятное количество материалов, потому что в хороших проектах везде есть спецификации, где вы можете конкретно проверить, сколько количества арматуры надо, какое количество дерева необходимо. Вот, к примеру, как вот здесь в нашем проекте. Какой утеплитель надо, какая марка бетона, какая марка арматуры. И никто вас не сможет обмануть, вы всегда сможете понять, что на ваш дом по нормам расхода там надо было 3 тонны арматуры, а не 5 и не 100 килограмм. И значит, это количество арматуры должно быть уложено соответствующим образом. Узлы, спецификации, вот, например, балки, сечение, количество. Вот, это я отвлекся рассказать вам, для чего все-таки нужен проект. Он позволит вам сэкономить деньги. Теперь стадия архитектурного проектирования. Мы делим проект на 3 части. Эскизный проект, архитектурный проект и конструктивный проект. Эскизный проект – это эскиз, который необходим для согласования в госорганах. Он небольшой, тут буквально 12-15 страниц. Вот. Что же из себя представляет эскизный проект? Эскизный проект – это пояснительная записка. Все наши эскизные проекты мы гарантируем, что они будут согласованы в госорганах. Пояснительная записка на 6, 7, 8, 9, на 9 листах. И сам эскизный проект. Свидетельство нашей компании. Эскизный проект – это здесь указывается жилая площадь, общая площадь, строительные объемы, площадь застройки. Этот эскизный проект разрабатывается вами совместно с архитектором. Архитектор берет вашу идею и начинает из нее создавать эскизный проект. Вот в эскизном проекте также общие данные. Здесь все указано, можете посчитать сами. Вот, план осей, план разбивки осей. Далее, план отметки на 0, количество помещений, какие помещения, квадратура, площадь, общая и жилая площадь. Обращаю ваше внимание, что отличаются всегда площади общая и жилая. Общая будет больше гораздо, жилая меньше. Жилая – это та площадь, именно в которой вы будете жить, именно которая приспособлена для жилья. Далее, следующие планы, отметка 3+, это второй этаж, также планы помещений, квадратуры, общая площадь всех помещений. Далее, план кровли с вентшахтами, вентканалами, также по осям указано все это. Фасады в разрезах, разрез 1.1, пироги, разрез 2.2, тоже пироги, кровли. Разрез, еще один, цветовое решение, в цветовом решении разрез фасада. Со всех 4 сторон. И важный момент в эскизном проекте – это посадка вашего дома будущего на ваш участок существующий. Она должна соответствовать всем нормам и техническим характеристикам. Мы делаем привязку дома к вашему участку. Вот. Таким образом, эскизный проект готов, и вы можете отдавать его на согласование. Предоставляется 2 экземпляра, один отдаете в госорганы, один для вас. Спасибо, по эскизному проекту все.